Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего клубничного зефира. Готовлю его самым простым способом, без уваривания клубники, без термометра и обычным ручным миксером. Зефир получается необычайно ароматный, нежный, упругий, в меру сладкий. На его приготовление вы затратите не более 15 минут. Надо только дать зефиру время подсохнуть и стабилизироваться. Рекомендую приготовить такой изумительно вкусный и легкий зефир. Тем более, что это так быстро и просто. Для рецепта мне понадобится еще до начала приготовления надо сразу все подготовить, так как зефирная масса застывает очень быстро. Я подготовила вот такой большой кондитерский мешок. У меня здесь помещается вся зефирная масса. Использовать буду насадку «Закрытая звездочка» номер 347. Кондитерский мешок я сразу устанавливаю в высокий стакан. Также сразу подготовила пергаментную бумагу, куда буду отсаживать зефир. Зефир я готовлю очень простым способом. Взбивать все буду ручным миксером. И готовлю без термометра. В чистую сухую миску вливаю белки, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на небольших оборотах миксера, постепенно их увеличивая. Сначала взбиваю белки в легкую пену и теперь постепенно всыпаю сахар. Добавляю его в 3 приема. Теперь во взбитые белки добавляю лимонный сок. Перемешиваю. И пока оставляю белки постоять, а сама займусь приготовлением сиропа на агаре. Зефир я буду готовить без уваривания ягодного пюре. Здесь у меня 200 граммов клубники. Я ее слегка подморозила и сейчас измельчаю погружным блендером. Подмороженные ягоды всегда намного проще измельчить. Они получаются без комочков. Сироп лучше всего варить в сотейнике с толстым дном. Всыпаю сахар 200 граммов. Добавляю агар-агар. Я использую агар-агар силой 900. Вливаю в воду и добавляю клубничное пюре. Как видите, оно у меня еще слегка такое подмороженное. Сотейник я поставила на плиту. Хорошо все перемешиваю. Довожу массу до кипения. Этот ягодный сироп лучше все время немного помешивать, так как агар-агар прилипает ко дну. Поэтому немного все перемешиваю. Вот эти кусочки, это у меня просто подмороженное пюре. Сейчас оно полностью разойдется в горячей массе. Ягодный сироп начинает закипать. И вот с момента его активного кипения я буду варить его ровно 5 минут. Как я уже сказала, я готовлю зефир без термометра. Я включаю таймер на 5 минут. Сироп должен вот так активно кипеть. Я готовлю его на огне выше среднего. И все время помешиваю. Используйте сотейник с высокими бортиками, так как этот сироп довольно высоко поднимается и пенится. Очень удобно сначала взбить белки, а затем готовить сироп. Не надо делать 2 действия одновременно. Как видите, сироп у меня вот так активно кипит. У меня на плите максимальное деление 9, я готовлю на шестерке. И вот у меня уже осталось буквально несколько секунд. Сироп варится 5 минут. В итоге вот такой сироп получился. Я его снимаю с плиты. Сироп еще раз немного перемешиваю и сразу горячий вливаю во взбитые белки. Я вливаю весь сироп тонкой струйкой. Перемешиваю. Стараемся вливать так, чтобы сироп не попадал на венчики миксера. И теперь взбиваю массу на высоких оборотах миксера до появления не исчезающего рисунка. Масса постепенно увеличивается в объеме, становится пышной и воздушной. Посмотрите, какая в итоге масса получается. Миксер я убираю и все выкладываю в кондитерский мешок. У меня кондитерский мешок большой. Здесь помещается вся вот эта зефирная масса. Если у вас сразу все не помещается в мешке, можно либо использовать 2 мешка, либо тогда поставьте миску с зефиром на водяную баню, либо поставьте в теплую духовку при температуре примерно 50 градусов. Тогда масса не будет так застывать и вы успеете отсадить зефир.
Как видите, на стенках миски уже масса начинает застывать, поэтому сильно ничего вышкрябывать не надо. Агар-агар застывает очень быстро, при температуре 40 градусов, поэтому сразу же отсаживаем зефир. Безусловно, зефир вы можете делать любого размера, какой вам нравится. Чуть больше, чуть меньше. И слои также могут быть разными. Можно делать в 2-3 слоя. Я не хочу делать зефир слишком большой, поэтому я делаю как бы 2 круга всего лишь. Я отсадила весь зефир, и всего в итоге у меня получилось 38 половинок. Зефир я делала не слишком большого размера. Мне кажется, так его намного удобнее есть. Но, конечно, как я уже сказала, вы можете делать его любого размера, какой вам нравится. Теперь зефир я оставляю прямо на столе подсыхать примерно часа на 2. На венчике уже зефирная масса застыла. Посмотрите, очень вкусно. У меня прошло около 3 часов, зефир хорошо подсох и стабилизировался. Он легко отрывается от пергаментной бумаги. Зефир получается невероятно ароматный. Так здорово пахнет клубникой. Сверху зефир присыпаем сахарной пудрой. Можно присыпать смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала. Рекомендую тогда взять 1 часть кукурузного крахмала и 2 части сахарной пудры. Но мне больше нравится присыпать просто сахарной пудрой. И теперь все довольно просто. Берем 2 половинки зефира и соединяем вместе. Немного прижимаем. И излишки сахарной пудры стряхиваем. В итоге получается вот такой красивейший зефир. Нежный и воздушный. Бока можно также еще присыпать сахарной пудрой. Сейчас разрежу, покажу, какая внутри получается структура. Зефир получается необычайно нежный, упругий и воздушный. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикуб Позитивная кухня. Всем пока!